Добрый день, друзья! Сегодня я небольшую экскурсию хочу произвести из очень интересного места Санкт-Петербурга. Кто с первых кадров догадался, пишите в комментариях, мне будет интересно это узнать. А пока подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не терять следующие видосы. Ну и как вы догадались, мы в Петергофе, в Нижнем парке. Да-да, это самый знаменитый Петергоф. Фонтаны Петергофа заслуженно считаются самым роскошным и изысканным подобным комплексом во всем мире. Вы только представьте, с момента возведения данного комплекса прошло почти 3 века, но до сих пор главное украшение императорской резиденции продолжает впечатлять гостей и радовать нас своими изысками. Каждый из нескольких десятков фонтанов имеет не только уникальную форму, но и рисунок водной струи. Мы находимся в Нижнем парке, площадь которого составляет 102 гектара. Представьте, только вдумайтесь. Здесь располагаются главные достопримечательности Петергофа. А именно, сейчас мы наблюдаем, это большой каскад. Здесь со стороны Финского залива идет аллея фонтанов до самого Самсона. Изначально аллея фонтанов служила каналом, по которому гости, прибывшие в Петергоф на кораблях по Финскому заливу, пересаживались на небольшие лодки. Легкие суда легко могли пройти по каналу, который украшали 22 фонтана. Они двигались по нему к специальному ковшу, который был гаванью. Сейчас на ее месте расположен Самсон, но при Петре I его не было. Вообще император планировал украсить канал скульптурами по мотивам басен Эзопа, но эта идея так, в общем-то, и не была воплощена. Итак, еще раз повторюсь, мы находимся в Петергофе, в Нижнем парке. В Нижнем парке площадью 102 гектара располагаются главные достопримечательности Петергофа, а именно большой каскад. С первого взгляда вообще невозможно понять, сколько фонтанов в Петергофе. Однако, если прогуляться по дворцовому комплексу и посчитать, то окажется, что их целых 191 фонтан. И поверьте, что каждый из них является произведением искусств. Да, конечно, не все фонтаны в первоначальном виде дошли до нас, какие-то разрушились, некоторые были утеряны во время войны, но утраченные фонтаны были реконструированы по чертежам, которые сохранились в архивах. Одним из самых известных в мире фонтанным комплексом является французский Версаль, но у него есть большая разница с Петергофом. В России для работы фонтанов не используется ни единого насоса, поверьте. Они функционируют благодаря естественному рельефу, который имеет довольно крутой уклон. И в центре каскада находится одна из самых известных скульптур Петергофа. Это Самсон. Он изображен раздирающим пасть льва. Это некая аллегория, обозначающая силу армии Российской империи и победу над шведами в Северной войне. Скульптура Самсона была посвящена 25-летнему юбилею победы в Полтавской битве. Кстати, немногие, наверное, знают, что первая скульптура быстро потеряла свой блеск и в начале 19 века была заменена на бронзовую. Однако и бронзовый памятник был утрачен во время Великой Отечественной войны. Так что нынешний Самсон – это первоклассная реконструкция, которая воссоздана по старинным фотографиям. Итак, вот еще раз посмотрите, самый знаменитый фонтан Самсон. Друзья мои, немножко отвлеклись на Самсона, на рассказ о Самсоне. А сейчас все-таки я хотел бы вам еще раз рассказать, чем отличается наш Петергоф от французского Версаля. Итак, повторюсь, у нас в России, в Петергофе, для работы фонтанов не используется ни единого насоса. Они функционируют благодаря естественному рельефу, который имеет довольно крутой уклон. Эта система работает до сих пор. Поверьте, ни одного насоса нет. Итак, немножко про водный комплекс. Водный комплекс, он намного масштабнее, чем нам может показаться на первый взгляд. Он начинается где-то приблизительно в 20 километрах от Петергофа на Ропшинских высотах, в родниках. Там бьют родники. От этих родников были прорыты каналы, по которым вода течет в пруды водосборники. Таких прудов целых 18 штук. А вот уже из этих прудов вода по трубам стремится к каскадам императорского сада и 4 группам
группам фонтанов Нижнего парка. Поверьте, за все это время, конечно, принцип фонтанов немножко и устройство все-таки менялось, да. Но принцип работы всей этой системы до сих пор остается тем же самым, что и при Петре Великом. Ну вот еще раз мы смотрим фонтан, Самсон, весь каскад. Очень красивое зрелище. Всем рекомендую, если кто-то будет желание попасть в Санкт-Петербург, обязательно посетите Петергоф, это незабываемое место. Ну, лучше, конечно, туда попасть летом. Кстати, каждый год, ну, дата заранее объявляется, каждый год весной производят открытие фонтанов и осенью закрытие. И все это, в принципе, театрализовано. Так что это тоже стоит посмотреть. Открытие фонтанов вообще это собирается очень большое количество народа. И это интересное зрелище. Сейчас мы подходим вот к фонтану, который называется Адам и Ева. Адам и Ева, в общем-то, немногие из 3 фонтанов, которые сохранились до нашего времени вот именно в первоначальном виде. Они были изготовлены Джованни Бонаццо по заказу Петра I. Эти скульптуры являются копиями. Оригинал же все-таки находится в Венецианском дворце Дождей. Кстати, интересна такая особенность фонтана данного. Фонтан поднимается на высоту 7 метров. Но, как другие многие фонтаны, не распыляют в воздухе воду, а именно превращаются как в крупные капли, которые, в общем-то, можно увидеть издалека. Кстати, гостям Санкт-Петербурга, вот смотрите, летом в прокат можно взять одежду времен 17-18 века, примерить на себя и, в общем-то, походить, побродить. Час, по-моему, стоит 1000 рублей аренда каждого костюма. Вот такое красивое действие. Вот девушка с мамой. Вообще Нижний парк мне очень нравится. Я очень часто бываю. Вот, допустим, за это лето я был там 4 раза. Стоит билет входной для россиян и белорусов Казахстана 450 рублей. Цена, кстати, на билеты не меняется уже 3 года. Здесь многовековые действительно деревья. Здесь какая-то аура. Я очень люблю погулять именно по Нижнему парку Санкт-Петергофа. Ну вот, наслаждайтесь пока. К следующему фонтану подойдем, я немножечко расскажу и о нем. Кстати, в Петергофе очень много белок, ручные практически. Вот, посмотрите. Их можно запросто покормить с руки. Абсолютно не боятся, бегают как попрошайки. А самое что интересно, они не едят эти орешки, они их убегают и закапывают как бы впрок. В этом Нижнем парке интересно есть такие фонтаны-шутихи. Это самые веселые и необычные фонтаны Нижнего сада. Здесь всегда многолюдно, а в хорошую погоду и дети, и взрослые с удовольствием освежаются. Вот один из них. Этот называется у нас Дубок. А так вообще водные струи бьют внезапно, и любой, кто подошел слишком близко, рискует намокнуть до нитки. Вот как-то так. Ну вот я как раз таки, когда был в парке, была жара под 30 градусов, и взрослые, и дети, и я тоже побегал под этими фонтанами. Ну а сейчас я вам покажу памятник Петру Первому, который стоит на пересечении Монплезирской аллеи и Марлинской перспективы. Данный памятник исполнен в бронзе по модели скульптуры Марка Антокольского. По мнению многих специалистов, знаменитый скульптор создал канонический образ императора, который стал, в общем-то, эталоном для последующих воплощений сей незаурядной личности по всей России. Постамент выполнен из финского гранита, весит 16 тонн. Интересный такой факт. Во время Великой Отечественной войны при оккупации Петергофа фашисты все-таки похитили оригинал статуи. В 50-х годах минувшего столетия уже на заводе «Монумент скульптура» отлили копию по авторской модели, которая в 1957 году заняла то же самое место. Ну а сейчас вот мы приблизились к 2 фонтанам. Римские фонтаны называются. Это 2 симметричных фонтана. Свое имя они получили благодаря сходству с теми, что находятся в Риме на площади перед собором Святого Петра. Ну а это один из 4 каскадов Петергофа. Называется «Шахматная гора».
Его лестницы расписаны словно доска шахмат. Вот мы видим второй фонтан римский с правой стороны. Как говорил, они симметрично находятся друг от друга. Очень красиво, выполнен из разноцветного мрамора и украшен позолотой. Вот такие прелестные маленькие пруды в Петергофе с живыми утками, которые не боятся людей. Их можно покормить. Это действительно такое завораживающее зрелище. Так, ну а сейчас мы проследуем еще к одному фонтану Шутихи, который называется Грибок. Ну, такая прелесть. То есть в центре лавочка, можно туда пробежать, посидеть. Такие фонтаны очень сильно нравятся детям, которые, конечно, вот как смотрите, девочка. Ну и взрослые тоже не прочь побывать под этими струями фонтанов. Ну а сейчас мы приближаемся к фонтану, к очередному. Это фонтан называется «Солнце». Вот он в одном из водоемов расположен. И выполнен он в виде позолоченной колонны. В нем по кругу сделано 187 отверстий для воды. Струи, которые вырываются из них, изображают лучи солнца. Колонну окружают дельфины, а вся конструкция приводится в движение с помощью колеса. Ну а сейчас мы находимся в самой нижней точке Нижнего парка, именно у Финского залива. А на другой стороне виден Санкт-Петербург. И очень хорошо видна издалека башня Газпрома, которая находится в Приморском районе. Здесь тоже очень много уток, можно покормить. Так, ну и двигаемся мы еще к одному фонтану Шутихи. Вернее сказать, что фонтан Шутиха-Диванчик, название одно, но их два. Они стоят, в общем-то, по обе стороны Монплезирского садика. Так что получается названий фонтанов Шутих 6, а реально фонтанов 7. Хотя, честно говоря, работают всего 3. Вот именно как фонтан Шутиха. Это дорога, дубок и диванчик. Второй диванчик, который реально работает, вот этот левый, он просто вода идет. А второй как Шутиха, да, я вам покажу. Ну, это вот самый Монплезирский садик. Вот мы приблизились ко второму. И сегодня я вам раскрою небольшой секрет, как он работает. Потому что вода включается, на первый взгляд кажется, что вода включается непонятно когда, в какой момент, от чего. Многие почему-то думают от нажатия там на камушек. И вот я вам сейчас покажу, все-таки раскрою секрет этого фонтана. Смотрите, буквально через минуту. Ну вот, смотрите, собственно, весь секрет фонтана. Сидит дядька, черномор, так сказать, и вот у него под ногой педаль, и он включает разными движениями разные струи. Вправо, влево, вниз, вверх. Вот так вот работает, как до сих пор, как в старину при Петре. Сидел специальный человек, который включал-выключал в определенные моменты воду. Ну, вот так. И снова мы проходим мимо фонтана Адама и Ева. И движемся дальше. А двигаемся мы, собственно, к еще одному каскаду, который называется Львиный каскад. Этот каскад находится на аллее, которая тянется к Эрмитажу. Фонтанный комплекс устроен в виде бассейна, где на постаментах размещаются 14 темных колонн из гранита и 12 белоснежных ваз из мрамора. По сторонам их охраняют 2 льва, отлитые из бронзы.
В центре композиции нимфа Аганиппа. Сейчас мы приближаемся к Марлинскому пруду, в глубине которого вы видите строение. Это дворец Марли. Здесь тоже очень много уток, голубей, которые не боятся, подходят и с руки могут покушать. Да, они иногда щипают. Это не очень приятно. Возле Марлинского пруда находятся таких вот 4 позолоченных фонтана. Называется Тритон с колоколом в руках мальчиков. А сейчас мы пройдем, видите, плоские чаши, к одному из менажерных фонтанов. Название произошло от слова «менажер», французского слова, и что означало «беречь» или «экономить». Интересный такой факт, что оригинальные насадки, благодаря которым значительно увеличивается напор воды, но уменьшается расход, были придуманы именно императором Петром I. Эти фонтаны располагаются у подножия Золотой горы. Дело в том, что струя воды хоть мощно и высоко бьет вверх, расход довольно невелик. Секрет заключается в том, что в трубу, диаметр которой 30 см, вложен конус из меди. Ну и, собственно, мы подошли к одному из каскадов, который называется Золотая гора. Он находится рядом с дворцом Марли. Длина его 14 метров. Данный каскад был создан по образу фонтана французского дворца Марли-Леруа. Вдоль его ступени расположены скульптуры античных богов, а ступени отделаны мрамором белого цвета. Стенки лестниц украшены золочеными листами меди, которые создают необычный зеркальный эффект. Действительно красивое зрелище. И снова сейчас издалека мы увидим 2 менажерных фонтана, которые располагаются у подножия Золотой горы. Это вот слева фонтан и справа. Друзья мои, ну, на этом моя небольшая экскурсия по Нижнему парку Петергофа заканчивается. Иду я немножко другой дорогой на выход. Всем, кому понравилось видео, подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не потерять следующее видео. Я буду стараться вас радовать хорошими видео из Санкт-Петербурга. И не только из окрестностей. Смотрите, также есть видео о Михайловском замке. Уже выложил. И немало видео будет впереди. Дело в том, что я вел сначала отдельный канал, а сейчас с моей девушкой Таней мы решили создать совместный канал. В свою очередь она начнет со временем выкладывать видео из Москвы. Так что канал обозревает 2 города: Санкт-Петербург и Москву. Рад был, если кому-то понравилось. Оставляйте отзывы, пишите комментарии. Комментарии можно писать любые, как и положительные, так и отрицательные. Я на все комментарии реагирую адекватно. До свидания. Всем удачи.